Как вам наша погода? Светит солнце и на улице очень даже тепло. Но на деревьях и кустарников нет еще листьев и трава еще не зазеленела. Вообще-то видео будет о розах, но я так люблю смотреть на свой фонтанчик и слушать, как журчит вода. Что же я делала, чтобы получить из таких вот кустиков за 2 недели вот такие? Для начала я одела себе вот такие вот наколенники. Они мягкие и очень удобные, не мешают даже просто так ходить. Продаются в обычных строительных магазинах. Вот, можно и работать. Я собрала все листья вокруг роз и по всей клумбе. Не удивляйтесь, но эти листья я выкину прямо рядом с клумбой. Листья пойдут на создание новых клумб. Вот одна клумба прямо здесь, рядышком. Земли у меня нету, поэтому использую все растительные остатки, чтобы немного приподнять клумбу. Первую подкормку я сделала 2 недели назад, с 7 апреля. Для этого взяла азофоску и 30 грамм для каждого куста розы. Затем я еще добавила золы. Говорят же, что полезно. Вот я и добавила. Надо же еще и прорыхлить. Ну, для этого я использовала такие мини-вилы, которыми я просто прокалывала землю, чтобы не повреждать корни. Также замульчировала сосновой корой мелкой фракции. У меня это от 0 до 15. Именно только вокруг роз. В остальных клумбах я использовала от 15 до 50. И, конечно же, надо все это пролить. Проливала я теплой водой, наливала в ванную дома и оттуда таскала воду. Все для розочек. Снова укрыла одним слоем, оставив немножечко для проветривания. В общем, проделала я такую процедуру для всех своих роз. И у меня их 46 штук. Немножко подрыхлила. Это, кстати, лагуна. И потом вы увидите, какой красивой она стала. Кстати, вам лайфхак. Разрезайте пакет пополам. Поднимаете, разрезайте с другой стороны, и так у вас образуются 2 половинки. Очень удобно перетаскивать и брать оттуда мульчу для того, чтобы мульчировать. Точно так же можно использовать это и для земли, если вам надо куда-то подсыпать или брать. Полив я повторила и через неделю, то есть неделю назад. Сегодня 22 апреля, и я решила подкормить свои розочки во второй раз удобрением пролонгированного действия. Одно из них действует 3-4 месяца, другое 5-6, и я решила их просто смешать пополам. На каждый куст я снова взяла по 30 грамм удобрения и рассыпала вокруг. Снова немножечко прорыхлила, вернее, попротыкала землю, чтобы это удобрение немножечко провалилось между мульчей. И снова наполнила ванну тепленькой водой и снова полила все розы после удобрения. Но почему же я по-прежнему укрываю свои розы? А вы знаете, у нас днем, бывает 17, даже 18, солнце, жарко, а ночью у нас заморозки. Только последние 2 ночи у меня пруд не замерз, а так каждое утро во льду.